Привет! С вами Наталья Скорнякова. И сегодня мы будем говорить про мужские чулки, милые чепчики и немного про доспехи. Потому что сегодняшний наш выпуск сделан в коллаборации с каналом Славы Перепелицы. Он делает средневековые доспехи и рассказывает про них много интересного в своих видео. То, во что одет наш сегодняшний герой, можно отнести к началу 15 века. Чтобы сориентироваться, в Европе в это время в самом разгаре Столетняя война. И до появления Жанны д'Арк остается еще пара десятилетий. Так одевались зажиточные бюргеры, которые одновременно могли состоять в городском ополчении. Времена тогда были неспокойные, и каждый взрослый мужчина мог обеспечить себя оружием и постоять за свое имущество, в случае с чего. Но начнем мы с гражданской версии костюма. В ее полном варианте все внимание привлекает, конечно же, верхнее платье. Просторное, с кучей складок и с широкими висячими рукавами. Допустим, это французский горожанин, хотя также точно могли одеваться и в Италии, и в Германии, и в Англии. По-французски такое богатое платье будет называться упелянт. Наш упелянт сшит из тонкой шерсти. Очень популярное решение для всего позднего средневековья. В крое это очень широкая трапеция. Но в то время не было настолько широких тканей, так что корпус такой одежды собирали из кусочков. Даже упелянт бургундского герцога Иоанна Бесстрашного был сшит из 24 клиньев. Зачем такие сложности? Конечно же, для того, чтобы получить больше складок, ведь это наимоднейший тренд всего 15 века. Как и вот эти висячие рукава, захватившие умы модников в конце 14 века. Их любили как мужчины, так и женщины. И про это платье я уже рассказывала вот в этом выпуске. Поскольку на таких рукавах видно изнанку, то почему бы их не подбить черным шелком? Кстати, про черный цвет. Он тут совсем не просто так. Очень долго окрашивание в такой насыщенный черный было в принципе невозможно. И тут, в XIV веке, возникает мода на черные одежды. Почему? Мишель Пастуро считает, что в этом виновата совсем не чума, а законы о роскоши. И если незнатным богачам запретить одеваться в дорогие красные и синие оттенки, то возникнет тренд на другой цвет, который наконец-то научится делать эффектным, на черный. Да так, что вслед за бюргерами моду на черное подхватывает знать. Сначала в Италии, а затем по всей Европе. Например, герцог Бургундии Филипп Добрый одевался в черное всю свою жизнь. Дальше. Головной убор. Это очень хитрая штука, конструкцию которой тяжело понять, если не знаешь, что это просто перевернутый капюшон с оплечьем. По-французски шаперон. Вот в этом выпуске я уже показывала коллекцию своих шаперонов. Так что за подробностями вам туда. А еще хвост можно намотать себе на шею, как шарф. Поскольку шаперон сшит из шерсти, его нельзя особо часто стирать. Самое естественное решение в эпоху Средневековья – надеть под головной убор такой вот белый льняной чепчик. Он называется каль. Я знаю, что эта деталь мужской одежды вызывает много шуток у тех, кто сталкивается со средневековым костюмом впервые. Но ничего не поделаешь. С эпохи крестовых походов и до конца Столетней войны, а это без малого 4 века, их любили и носили мужчины по всей Европе. И часто им хватало для счастья вообще одного чепчика, особенно если речь идет про домашнюю обстановку. Особо дорогие могли шить из тончайшего полупрозрачного льна, а иногда даже украшали вышивкой. И прежде чем снять упелянт, рассмотрим еще аксессуары. Складки на упелянте помогают удерживать вот этот ремень с пряжкой и хвостовиком.
А вот такие объемные кошельки носили только мужчины. Эта форма очень характерна для XIV и всего XV века. Ну что, настало время увидеть, как выглядит одежда, на рукава которой нашито такое количество пуговиц. Оу, и не только на рукава. Это пурпуэн, фасон которого появился в середине XIV века. А во времена Жанны д'Арк уже доживает свои дни. По одной из самых распространенных версий, эта мода была реакцией на чуму, охватившей всю Европу. В XIII веке мужчины одевались в длинные, просторные одеяния. А вот когда погибла половина жителей Европы, то выжившим срочно захотелось от жизни получить все. Например, возможность носить такую экстремально короткую и облегающую одежду. Вообще она не кажется такой уж экстремальной до тех пор, пока мужчина не наклоняется и не показывает свое нижнее белье. Ох, как на эту тему сокрушались современники. Но о белье мы поговорим чуть позже. А пока пуговицы. Чем больше, тем лучше. Это тоже очень характерный признак второй половины XIV века. И это я еще их мало впихнула, можно было и больше. Вот как на пурпуэне Карла Блуа, сохранившемся до нашего времени. Один из секретов, как в такой облегающей одежде поднять руки, не вшивать рукава под мышками. Под пурпуэном у нас имеется еще один слой одежды. Это уже исключительно функциональный жилет. К нему крепятся чулки. Все средневековье. По всей Европе мужчины любили и носили облегающие чулки. Их шили из шерсти, и во Франции они назывались шоссы. В отличие от женских чулок, которые шили длиной до колена, мужские уже в XIII веке достигали середины бедра. А к началу 15-го эволюционировали до идеи сшивать две штанины между собой в шагу. Впрочем, в нашем случае более традиционный нешивной вариант. Помните, в выпуске про мужской костюм эпохи Тюдоров мы уже снимали куртку и штаны как комбинезон. Здесь тот же самый принцип. Расшнуровываем льняной жилет и снимаем его вместе с шоссами. Хотя в зависимости от ситуации шоссы можно просто отшнуровать и подкатать, как гольфы. И вот теперь, наконец-то, мы добрались до самого нижнего слоя, до нательного льняного белья. Вот эта рубашка с длинным рукавом называется шемис. Вот эти средневековые трусы – бре, именно они. А еще белый чепчик каль будут наиболее часто стираться в этом костюме. Ну а теперь сделаем из этого гражданского комплекта военный. Для начала наденем все обратно, кроме головного убора и черного платья. И начнем добавлять ко всему этому элементы доспеха. Все они сделаны в мастерской Вячеслава. И гораздо больше информации про все эти железки вы найдете на его канале. Сначала кольчужный горжет, который защитит шею и плечи. Он застегивается спереди на ремешки с пряжками. Дальше кираса, защита груди и живота. Ну а вот теперь можно надеть упелянт. Получился такой себе бюргер, который в неспокойные времена собирается, например, проверить посты на стенах осажденного города. Хотя нет, мы забыли про оружие. Это будет, конечно же, фальшион на поясе, кинжал, который очень удобно крепить в проушинах кошелька, и маленький щит-баклер. И щит, кстати, стоит рассмотреть отдельно. Он весь украшен гравировками в стиле средневековых маргиналий. Тут и зайцы, символ сексуальности, и просто голые девицы, символику которых расшифровывать не нужно, и всякие другие веселые человечки. И все они проводят свой досуг за сражениями и дружеским общением. И защита головы – шапель. Тот самый шлем, который и голову вполне защищает, и не мешает стрелять из арбалета. Для обороны замка это одно из самых удобных и популярных оружий в то время. Такой вот у нас получился комплект. В меру богатый, но абсолютно не рыцарский.
Но если вам захочется узнать, как именно выглядели шлемы рыцарей и в каком виде они вообще выходили на турниры, Вячеслав снял про это отдельное видео. Я тоже в нем немного поучаствовала. Правда, отнюдь не в роли прекрасной дамы. Но на сегодня у меня все. Я хочу отдельно поблагодарить нашу подписчицу Ольгу Парцефал за помощь с переводом текста про Пелянт. И, конечно же, спасибо нашим донаторам на Патреоне, благодаря которым эти видео выходят. Вы тоже можете поддержать наш канал. Ссылка в первом комментарии.